Всем привет! Меня зовут Ольга. На нашем канале мы готовим корейские блюда, показываем, как мы путешествуем. Если вам полезны мои рецепты, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Вот здесь в углу экрана вы видите значок для того, чтобы подписаться на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. По многочисленным просьбам моих дорогих подписчиков сегодня мы приготовим корейское пигоди. Для приготовления нам потребуются следующие ингредиенты. Поехали! Для приготовления теста нам потребуется мука, вода комнатной температуры, дрожжи, соль и мерный стаканчик. Для приготовления начинки нам потребуется фарш, он у меня уже растаял, сок вышел, 3 небольшие головки лука, если у вас большие либо средние хотя бы, то можно парочку головок, капуста, терка, из специй кориандр молотый, черный перчик, соль и положим 1 головку чеснока. Также нам потребуется 2 чашки, одна для теста, другая для начинки. Итак, начнем. Для начала приготовим тесто. Нам потребуются весы, такие у меня весы, для того, чтобы отмерить 1 килограмм муки. Чашка у меня весит 209 грамм. Берем вот такую штучку, чтобы просеять муку. 209, значит 1209 должно быть. Насыпаем муку. И отмеряем ровно 1 килограмм. Итак, мы отмерили ровно 1 килограмм муки. Весы нам больше не потребуются. Убираем на место. Одеваю перчатку. Иначе сейчас будут очень сильно грязными руки. Делаем в муке вот такое углубление. Берем дрожжи. И отмеряем 2 чайные ложечки. 1, 2. 2 чайные ложечки. Дальше чайная ложка соли. И на 1 килограмм муки нам нужно взять 600 миллилитров воды. Отмеряем мерным стаканчиком. Вода у нас комнатной температуры. Так, здесь у меня 500. И еще 100 грамм, 100 миллиграмм. Начинаем замешивать тесто. Тесто мы замесили. Теперь я беру пакет, можно взять пищевую пленку, неважно, разрываю его и накрываю. Вот таким образом. Перчатку можно снять пока. Беру одеялку и кухонное полотенце. Еще раз накрываю кухонным полотенцем. Укутываю в одеялку. Вот так прям укутываю со всех сторон.
А дальше делаю следующий хитрый ход. Смотрите. Отодвигаю стол. Там у нас батарея горяченная. И ставлю мое тесто вот сюда. Чтобы оно быстрее поднялось. Тем временем пока займусь начинкой. Берем капусту. Разрезаем ее пополам. Берем вторую чашку. Станок, вам уже знакомый. И начинаю резать капусту. Итак, капусту я порезала. Теперь буду ее солить. Всегда вы помните, да, что я все делаю на глаз. Но сегодня для вас, для видео, придется отмерить. 1 с горой столовую ложку соли. И еще половинка. Вот так. Посмотрите, сколько капусты у меня получилось в свежем виде. И сейчас, когда я ее перемешаю, она значительно уменьшится в размерах, в объеме. Капусту перемешала. Посмотрите, сколько ее стало мало. Очень много сока вышло, видите? Вот. Его мы слегка отожмем. То есть, если на кукси мы выжимали капусту сильно, то здесь я отожму сок слегка. У меня примерно около 2 килограмм фарша. Достаточно жирного, посмотрите. Сейчас сюда отожму капустку. А потом перекину все обратно. Не сильно. Буквально вот слегка. Так, раз, два. Дальше мы берем лук и нарезаем его кубиками пополам. Потом смотрите, что я делаю. Я прорезаю лук на вот такие дольки, но не дорезаю его до конца, а иначе он будет у меня в руке разваливаться. Вот таким способом, видите, я прорезала его, но вот здесь до конца не стала прорезать. Переворачиваю и начинаю резать на квадратики, вот таким образом. Когда приближаемся к концу, остается уже совсем небольшой кусочек, я его ложу вот так и продолжаю резать. Прорезала опять, но не до конца, и режу на квадратики, тоненькие квадратики такие. Итак, лук мы порезали. Теперь берем вот эту капусту, которую отжимали, вместе с фаршем перекидываем обратно в большую чашку. Сюда же добавляем лук, порезанный кубиками. И сюда же выдавливаем 1, 2, 3, 4 больших и 3 маленьких зубчика чеснока. Ну как больших. Вот, смотрите. Сейчас сфокусируется. Вот. 4 примерно таких зубчика и 3 маленьких зубчика. Всю головку я не стала начищать, показалось много слишком. Так. Чеснок.
Тут то, что остается, мы тоже сюда все сошкрябываем. Берем специи. У нас кориандр и с горой. Прям вот видите, с горкой. 1 чайная ложка, 2 чайная ложка, 3 чайные ложки кориандра с горой и 1 чайную ложку черного перца. Берем также 3 столовые ложки растительного масла. Все сюда. И теперь хорошенько все это перемешиваем. Хорошенько, чтобы все специи распространились по всему фаршу. То есть 1,5 столовые ложки соли мы положили в капусту, но учитывайте, что фарш, само мясо у нас не соленое. То есть эта соль получается не только в капусту, но и для мяса тоже была. 1,5 столовые ложки, вполне адекватное количество для килограмма 900 грамм капусты и где-то 800 кг фарша. Вот такая у нас получилась красота. Ребята, прошел примерно час. Я достала мантышницу. Вот такая у меня мантышница. Смотрите. Здесь у меня 4 листа. Но так как пигодя будут подниматься и увеличиваться в объеме, использовать я буду только 2 листа. Так, мантышницу пока в сторону. Смотрим, давайте посмотрим, что получилось с тестом. Посмотрите, какая красота. Тесто поднялось. Видите? Так, сейчас, чтобы вам было видно. Сейчас будем нарезать и делать шарики. Нам понадобится некоторое количество муки. Значит, на стол насыпаем муку, чтобы наши шарики не прилипали. Ну, сюда будем складывать их. Обмакиваем руку в муку. Так, сейчас камеру немножко. Так. И берем небольшой шарик. Вот таким образом все неровности делаем, все неровности прячем снизу. И вот таким способом делаем вот такой вот ровненький красивый шарик. Обязательно окунаем сюда в муку и ставим. Руку не забываем окунать тоже в муку, чтобы не прилипало к рукам. Вот так вот. Закатываем все в ровненький шарик. Все неровности у нас снизу, вот видите? Снизу все неровности остаются, а на поверхности остается красивый ровненький шарик. Продолжаем. Примерно вот смотрите на ладошь, между ладошками вот. И если вдруг я взяла больше, чем положено, я вот так отщипываю. Вот примерно такой шарик катаю. Зажимаю между 2 ладошками, чтобы примерно шарики все были одинаковыми. Если не хватает, то наоборот, отсюда отщипываю и сюда к низу прилепляю. Пальцем вот так все заворачиваю внутрь и выпрямляю. Очень важно соблюдать последовательность расположения этих шариков, так как первый шарик, вот этот вот у нас был положен,
в ряд. И, соответственно, когда мы начнем лепить, мы начнем в первую очередь брать те клубочки, которые были первыми. Потому что они сейчас пока лежат, они еще поднимутся, увеличатся в объеме. Собственно, это нам и нужно. Так. Тесто получилось мягкое, как пух. Очень нежное, очень мягкое. Это прям беспроигрышный вариант теста. Пропорции, главное, соблюдайте точно. На 1 килограмм муки 600 грамм воды комнатной температуры. Можно чуть-чуть теплой воды. 2 чайные ложки сухих дрожжей и 1 чайная ложка соли. Соответственно, если вы делаете меньше в 2 раза, меньше продуктов берете, все ингредиенты уменьшаете вдвое. Итак, ребята, мы накатали 4 вот таких ряда. Оставшееся тесто накроем опять пакетиком, чтобы оно не подсыхало у нас. И тряпкой. Убираем пока в сторону. Что мы делаем дальше? Так, мука нам пока тоже не понадобится. Берем масло растительное. И вот этот лист нам нужно обязательно смазать кисточкой. Тщательно маслом. Три листа я вытащила, пока в сторону убрала. 1 лист вот так вот промазываю маслом. Так, берем скалку. Подвинем вот так немножко. Беру самый первый клубочек, который был самым первым. Раскатываю таким образом. Не сильно прям тоненько. Примерно вот так. Вот видно, да? Беру фарш. Фарша у меня много, но ничего страшного. Я его потом заморожу. Ой. Я его потом заморожу в морозилке. И в следующий раз еще раз использую. Беру ложку. Кладу фарш. Фарша я кладу вот так немало. Все любят фарш. Все любят мясо у нас в семье. Смотрите, вот так. И следите за руками. Вот. Защипываю 2 пальчиками. Потом 1 пальчик указательный пошел в сторону. И большой пошел в сторону. Указательный в сторону. Большой в сторону. Указательный в сторону. Большой в сторону. Так как это тесто у нас дрожжевое, поэтому оно у нас мягкое, тянется во все стороны. Поэтому переборщить с фаршем здесь в принципе невозможно. И посмотрите, какая получается красота. Вот, видите? Вот такая у нас получается красота, косичка. Устанавливаем Пигодя в мантышницу. Берем второй клубочек. Опять слегка раскатываем. Кстати, знаете, что сделаю? Оставшиеся мои клубочки я вот так вот накрою. Вот. Опять же, видите, достаточно толсто я катаю. То есть буквально несколько раз скалкой прошлась по тесту. Беру фарш. Кладу. Фарша кладу много. Вот так, видите? То есть тесто даже не смыкается между собой. Кончик зажимаю между большим и указательным. Указательный в сторону, большой в сторону. Указательный в сторону, большой в сторону. И вот таким способом защипляю тесто между собой. Вот видите, весь фарш остается внутри. Ничего у нас снаружи не торчит. Ничего никуда не убегает. Вот таким способом получается вот такая вот елочка красивая. Так, третий клубочек. Покажу сейчас на третьем клубочке вам последний раз, а потом отключу камеру. Вот. Сейчас сфокусируется. Вот, видите? Примерно вот такой толщины. Катаю. Беру фарш.
фарша достаточно много я кладу. Вот так его приминаю. Форму создаю ложечкой. Вот так заворачиваю. Тесто не смыкаете. Видите, кладу столько фарша, что тесто между собой сомкнуться даже не может. И вот от начала опять ставлю пальчики, зажимаю. Пальчик в сторону один, в сторону другой. Один в сторону, второй в сторону. И вот так защипляем тесто до конца. Раз, 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 раз. И здесь уже вот так вот делаем такой носик. Такой носик, вот такая вот получилась у нас опять елочка. Продолжаем все то же самое делать со всеми оставшимися шариками. А я пока отключаюсь, покажу вам потом результат. Ребята, посмотрите, один лист я уже налепила. Вот такая красота у меня получилась. Ставьте, пожалуйста, мне лайки и подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня. Это я налепила 2 ряда. Получается 8 пигодик. У меня вот здесь получилось. Вот такая красота. Ребятки, я уже налепила все 4 ряда. Все здесь пустенько у меня. Вот такая красота вот получилась. Это один лист. А там ниже у меня второй лист. Смотрите, лайфхак какой. Расстояние между листами у меня небольшое. Видите, вот эта серединка, она совсем-совсем низенькая. Если когда паришь манты, ничего страшного, для мантов подходит такая высота, то для пигоди не подходит, потому что они поднимаются, увеличиваются в объеме и становятся выше, чем вот эта вот серединка. Поэтому я ставлю сюда вот такую рюмку, а сверху ставлю второй лист. Вот таким способом. Таким образом у меня получилось 16 пигодик. Здесь еще небольшой... Так, сейчас. Здесь еще у меня небольшое количество теста осталось. Ну, буквально, я не знаю, может еще на 8 пигодик. То есть вторая партия будет наполовинку заполненная мантышница париться. Фарша я сделала очень много. Если будете готовить по моему рецепту, то берите в 2 раза меньше ингредиентов для начинки. Здесь у меня почти 2 килограмма капусты и почти 2 килограмма, где-то кило 800 фарша. Вот берите 900 фарша и 900 капусты. Будет адекватное количество, я думаю, Вот. А я же этот фарш, когда все уже закончу, вторую партию тоже налеплю всю, я его уберу в пакет и в морозилку. В следующий раз сделаю свежее тесто и попарю свежие пиготики. Вот таким вот способом. Здесь мы поставили воду. Когда она у нас закипит, поставим верхнюю часть мантышницы и будем парить 40 минут. Все, пока отключаюсь, ждем, когда закипит вода. Ребята, у нас уже кипит вода. Берем вот эти вот пиготики, они уже увеличились в объеме у нас, как видите. Ставим и накрываем крышку. Все, с этого момента засекаем 40 минут. Через 40 минут можно выключать газ. А тем временем мы пока приготовим соус. Итак, для соуса мы порезали зелень. Зелень берите любую, какая вам нравится. Я взяла лук и кинзу. Закидываем все в соевый соус. Сюда же мы добавили 1 чайную ложку кориандра и пол чайной ложки черного перца, а также 1 чайную ложку уксуса. Все это хорошенько перемешиваем. Получился такой в меру кисленький соус, очень приятный, с зеленью. Посмотрите, какая получилась красота. Ребята, у нас прошло уже 40 минут.
И посмотрите, какая получилась красота! Блин, это шедевры кулинарного искусства. Вот так. Все такие пушистенькие, хайосенькие. Сейчас мы это дело все будем доставать. Берем прихваточку, цепляемся и сюда. А нижний слой не менее красивый. Посмотрите. Та-дам! Вот такая красота у нас получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Поддержите нас, пишите в комментарии, какие вам еще вкусняшки корейские приготовить. Задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Всем пока!